Приходит лето, жара, и вода в бочке зеленеет буквально за пару дней. Появляется этот неприятный скользкий налет, а запах. Настоящий болотный запах. 4 на 100% проверенных способа, как сохранить воду в садовой бочке абсолютно кристально чистой. На все лето. И да, смотрите внимательно, в самом конце я раскрою одну очень частую и, честно говоря, опасную ошибку, которую совершают многие. Смотрите, для бурного роста любым водорослям нужны две вещи – свет и тепло. Лишаем их этого, и мы уже решили половину проблемы. Все просто. Установите бочку с северной стороны, где-нибудь в тени. Обязательно используйте плотную крышку, ведь полная темнота моментально останавливает фотосинтез. Способ номер 1. Природные растения-очистители. Берем пучок самого обычного речного роголистника и опускаем его прямо в нашу бочку. Что происходит дальше? Он начинает как губка активно поглощать органику и все питательные вещества. В итоге микроскопические водоросли банально лишаются кормовой базы и погибают. Но тут есть один важнейший нюанс. Ключевой момент – это регулярность. Заменяйте пучок свежим роголистником каждые 2 недели. На способ номер 2. Трюк с ячменной соломой. Вот этот метод сейчас невероятно популярен среди садоводов. И не зря. Берем хорошую горсть ячменной соломы, помещаем ее, куда бы вы думали, в старый капроновый чулок и просто бросаем на самое дно бочки. Благодаря чулку солома никуда не расползется, а будет тихо и мирно работать там, внутри. А работает она так. При медленном разложении соломы запускается интереснейшая реакция. В воду выделяется микроскопическое количество перекиси водорода. И этого вполне достаточно. Она просто великолепно подавляет развитие зеленой тины. Обновлять такой мешочек с соломой нужно всего-то раз в 2, а то и в 3 месяца. Способы 3 и 4 – аптечные средства. Бывают ситуации, когда действовать нужно прямо сейчас, быстро. Тут нам на помощь придут копеечные средства из самой обычной аптеки. Но здесь крайне важна строжайшая точность, буквально аптечная. Точная дозировка на 100 литров воды – это абсолютно критично. Малейшая ошибка, и воду для полива можно безвозвратно испортить. Давайте разберем подробнее. Первое средство – старая добрая марганцовка. Берем буквально пару кристаллов на 100 литров. Вода сначала слегка порозовеет, потом быстро посветлеет, и все, размножение микроорганизмов полностью прекратится. Второе средство – обычная зеленка. Тут нам нужно всего от 3 до 5 капель, и это отлично сохранит идеальную прозрачность воды. И вот тут хочу сделать очень важное практическое предупреждение. Пожалуйста, будьте максимально осторожны с зеленкой. Если вы хоть немного превысите дозу, вода приобретет стойкий темно-зеленый цвет, и вернуть ей прозрачность будет уже просто невозможно. Так что отмеряем капли предельно аккуратно. А теперь то самое предупреждение, о котором я говорила в самом начале. Чего категорически нельзя использовать. Медный купорос. Запомните, использовать его для садовых бочек строжайше запрещено. Да, конечно, медь моментально уничтожает водоросли, но огромная проблема в том, что она также быстро накапливается в почве и попадает прямиком в ткани наших растений, и что в итоге будущий урожай становится реально опасным для здоровья. Защита бочки от палящего солнца, надежные природные очистители или пара капель из аптеки в правильной дозе – вот наш залог успеха. Следуя этим простым, а главное безопасным методам, вы гарантированно получите чистую воду, и весь летний сезон ваш любимый огород будет получать только пользу. А как решается проблема цветения воды на вашем участке? Обязательно пишите свои советы в комментариях под этим видео. Мы очень внимательно читаем каждый отзыв и с удовольствием отвечаем. И не забудьте посмотреть другие полезные видео на нашем канале. Все нужные ссылки уже ждут вас в описании и в закрепленном комментарии.